Летят утки и два гуся. Уехавшие все уже, ну. А чем мы стоим? Нас выпустить или назад повезут? В чем мы уже, в Хельсинки, что ли? Ну да. Терветула, Хельсинки. Смотри, где находится Венгрия, да? И где находится Финляндия. И они одной языковой группы. Финно-угорская языковая группа. И Хельсинки, между прочим, это столица Финляндии. И крупнейший город. Хельсинки – крупнейший город Хельсинков. Ну, Финляндии, ладно, там, уж честно скажу. Это крупнейший город Финляндии. Финляндия это что? Финляндия – это столица Португалии. Как долго нам до первой выгрузки ехать, как далеко? До первой выгрузки нам ехать 217 километров минус 200. Получается 417. Через 480 Да хорошо, я тебя понял. Поверните направо. Затем на следующем повороте поверните налево. Да, молодец, рассказывай сказки. Финляндия – это родина телефона Nokia. Такое явление придумали, которое назвали смартфон. И проиграли эту битву по итогу. Начинание было революционным. Потом они в это веру потеряли. Особенно, когда пошли бескнопочные телефоны с тачскринами на экранами. А Nokia тогда эти клавиатуру топила. И она говорила, что за этим будущее. Привет, Финляндия. Давно я с тобой не виделся. У меня период даже в жизни был, когда я, наверное, в году 2009, наверное, может, раньше, здесь жил некоторое время и работал. Хельсинки, такой скучноватый город. Несмотря на это, мне он офигеть как нравится. Это, наверное, связано с воспоминаниями ярких дней моей жизни тут. Блин, Гертека повернуть не может, смотри. Цепанет его, не цепанет? Ну, нет. Радиус надо брать, да? И влезть еще и между грузовиками. Ну, как тут непросторно на выезде. Просто радиус, как я взял, и все. А он же, когда заезжал на поворот, видел. Да вот надо как-то отключить. Навигация не моя в машине. Попросил оставить навигацию. Почему-то свою поленился тащить. Думаю, довоз, короткий рейс, туда-сюда. Думаю, какая навигация? Думаю, вообще, какие шмотки с собой. И так все, на минималках. В каких-то видюшках мы уже бывали в Хельсинки, но это было прям года назад. С тобой мы тут были очень давно. Надо копнуть архивы, посмотреть, в каком же году мы тут были. Последний раз были в 19-м. 5 лет обратно. Ну да. Чинский трамвайчик. В Хельсинки такой прикольный есть момент, что в центре города есть несколько торговых центров, которые связаны между собой подземными ходами, туннелями. Ну, в некоторых местах это через дворик идешь, но над двориком крыша стеклянная сделана. Полцентра города можно обойти, не выходя на улицу. Особенно зимой, когда погода так себе. А здесь погода так себе чаще, чем она прикольная. И они еще с вокзалом связаны железнодорожным. И на поезде приехать с других городов, нырнуть и гулять, не выходя на улицу. Да, ну вот смотри, мы находимся в центре города. Сейчас уже практически сразу выезжаем на трассу, которая ведет из города уже. Хельсинки еще связан, как минимум, с двумя городами, плюс-минус такого же размера, как сам Хельсинки. Это Эспо и Ванта. И вместе они образуют агломерацию, которую принято называть Большой Хельсинки. Фьорды опять вокруг. Ну, здесь они, наверное, по-моему, по-другому называются, не фьорды. А может, и фьорды. Погодка сегодня хороша. Нету ветра дикого, как было на выезде в Риге. И потеплее. Мне нравится, как финны обустраивают свои жилища. Или там современные домики. Ну, смотри, вот на берегу построено. Да, там, наверное, сырость, скорее всего, плесень в домах. Раньше Хельсинки был самой маленькой столицей мира, в которой есть метро. Как-то в последнее время много писем стало приходить с вопросом о трудоустройстве. Есть ли вакансии, как тебе устроиться. Ну, ко мне сейчас, наверное, пока невозможно. Не будет у меня, наверное, машин, чтобы дать всем желающим. Но, кстати, вот ребята, с которыми мы работаем, Вилдс, под их логистикой, им нужны сейчас люди для работы по Германии, по большей части, и на щеповозах. Если у кого
возникнут желания или вопросы какие-то. Так что можете смело к ним обратиться, пообщаться. Нормально они работают, можно туда идти. Здесь мы недалеко снимали квартиру. За квартиру мы платили где-то 800 евро в месяц. И квартира была без мебели. Видишь, Кеха Ринг 1. Первая выгрузка у нас находится на Кеха Ринг 1. И знаки здесь в районе от Хельсинки, они на двух языках. На шведском и на финском. В Финляндии два государственных языка. Шведский и финский. Хотя кто-то или 5, или только 10% от населения вообще всей Финляндии шведы этнические. И они по большей части вот здесь живут, на юге, в районе там Хельсинки в основном. Но тем не менее, два государственных языка. Хотя подальше, там глубь, когда в Финки уедешь уже, там уже знаки только на финском языке будут. Ну вот, 17 километров от парома, и мы приехали на первую выгрузку. А нам, Крис, все вижу, где нам выгружаться. Мы достигли конечного пункта. Ну что, узнал, куда, чего и как? Да, говорит, парковайся под рампу. Я ему говорю, говорю, Кичен привез вам. Такой смотрит на меня. Такой, ну Кичен. Я такой, потом только соображаю, что, это Чикен, а не Кичен. Научился штангами пользоваться? Да. Мне же этот инструктор, наставник показал, объяснил все. Я теперь умею его кнопку нажимать. У меня сенсей личный. Знал, кого взять с собой? Ну, меня типа. Короче, мобильную стали выгружать так быстро, да? Только подъехали сразу на двух погрузчиках. Чих-чих-чих. Сейчас 10 минут и все готово, и поедем дальше. Ну вот и все, прошло минут 10, и мы уже разгружены. Осталось свернуть стойки на место и валить дальше. Ты когда в Финляндии работал вот на таком вот синем транспорте, развозил мороженое? Только он был зеленый. До следующего места у нас 9 километров. Это уже будет в другом городе. Это уже будет в городе Ванта. Ванта, кстати, знаменитый район находится Ты Курила. Это же краска такая была. Ты курила, я курила, мы курила. Мы с Таней здесь разгружались. Как вы ехали? Ну, я сейчас пытаюсь вспомнить, Мы тоже что-то как-то встряли. Тоже так же сюда завернули. Где-то вокруг, да? Да, по-моему, вокруг объезжали. Да, здесь выезд точно, вспомнил по кругу. Пип-пип. Frozen chicken, I think. Yes. I think you have to wait like 10 to 15 minutes. Окей. Рампа 4. Ну что, ожидали мы буквально минут 5, пока нас вызовут на выгрузку. Вырубай установку. Думаешь, надо? Думаю, надо вырубать. Или ты еще кого-то морозить собрался там? Сами, что ли, стенку откроют? Ну, походу, раз нас не пускают внутрь, значит, наверное, сами откроют сами. Ну, видишь, все, сами поехали. Главное, чтобы лишнего не забрали, и все. Ну, ладно, что, ждем тогда. Не хотят нас пускать. Сейчас отъедешь, я велик этот закину. Ну, просто это велики стоят для водителей. Можно брать, пользоваться. Скандинавский длинномер, 25 метров длиной. А этот поменьше, 22, наверное. Блин, как с такой шеландой ездить? Вообще я не понимаю, это как вагон какой-то, блин. Документы отданы. По итогу сколько мы тут потратили? Минут 20 в общей сложности, да? Ну ладно, давай тогда, удачи.
Следующий рейс, но приедешь через неделю, заберешь меня здесь, да? Завтра свяжемся, да. Я тогда в гостишку и здесь падаю. Все, давай, удачи. Помаши папе ручкой. Куда это он поехал? Там нет выезда, ты куда поехал? В сугроб пришел заехать. На таран. Выезд тут, конечно, не очень удобный. Площадка большая, но когда вот ее перегораживают вот так, как этот длинномер, то как бы не крутанешься. Надо ворочаться. Далее у нас, да? Далее у нас жмем по педали. Далее жмем по педали. 8 километров у нас до следующей выгрузки. Это тоже здесь, это тоже Ванта. Будет в районе аэропорта Хельсинки. И потом у нас еще загрузочка будет. Сегодня прилетела. Вчера я не видел, даже сегодня не видел с утра самого. А вот сейчас увидел. Ну, если мы все успеем, то просто будет шик. Шик, блеск, красота. Шик, блеск, красота. О, крылья сразу. Еще один длинномер. Тут, наверное, больше длинномеров, чем маломерок, как у нас. Ну да, типа по-другому, просто логистика вся выстроена местная. Да, на таком за один раз гораздо больше можно привезти. Намного выгодней. Пойдем узнаем, где здесь, в этом обилии рамп и терминалов, нам выгружаться. А where is office? I have delivery. Frozen. Chicken, I think. 8 pallets. That door and right. Okay. Ну, что тебе сказали? Через 5 минут позовут? Я говорю, сколько сказали ждать? Я говорю, ну сколько? Он говорит, хер знает. Я говорю, 2-3 часа. Он говорит, возможно, дольше. Называется «приплыли» или «вперлись». А так все шло гладенько, да? Не все коту масленица. Че, где будем стоять, ожидать? По идее, какая разница? Они позвонят, наверное, скажут номер рампа, куда ехать, и все. Получается, вот да, почти 3 часа отстояли. Такое иногда бывает. И вот нас вызвали, сказали к 26-й рампе подъезжать. Где говорю, пустая только 17-я. Проедь дальше, там посмотрим те. 16, значит, она там, где мы, блин, стояли. Блин, она может вообще с той стороны. По кругу надо объехать все обратно. Как мы сюда ехали, но все здание объезжать, походу. Видишь, 22, 23, 24. Нету, блин. Ну вот она, наконец, 26-я. Как же здесь холодно. Сразу 3. Круто. Все, последние 8 палет, и мы на загрузку. Вот так идет замера температуры. Контроль. Температурный контроль прошли. Ну, было бы странно, если бы не прошли. У нас всю дорогу было 23 градуса в камере. Все, отпускай. Это главное на подъеме, чтобы он не уронил его. Поработал сейчас физически, да? Не устал? Ну, как на шторке. Ну, чуть больше, не? Все-таки ты в горку толкал. Ну все, последние 2. Нам загрузку вроде как дали на 33 километра отсюда. И если нам повезет, то мы сегодня еще на паром успеем, который регистрация до 18:30. А сейчас 14:04. Если загрузит у нас очень большие шансы. Куда ехать? Да если б я знал. Знай. Поехали вокруг. Позвонил диспетчер, сказал о том, что у нас будет пустая тара здесь. Здесь паркинг, окей. Это мы разобрались. Ориентир всегда еще конторы офиса на этих предприятиях. Это пешеходная дорожка просто. Если не видишь надписи, еще смотришь обычно по пешеходной дорожке, куда она ведет. И зачастую она приводит как раз-таки в эти все
логистические офисные помещения внутри. Наверное, там смотри. Пойдем там посмотрим. Where is office, do you know? I just need empty boxes loading. Оторвали коллегу от еды. Идет нам помогать. Окей. Ну зато прикинь, вот отзывчивость финнов. Чувак вышел из тачки, я бы сказал, не знаю. А он, да, вышел, оторвался от трапезы и пошел нам показывать. Go back. Окей, P4 is here. окей. Ну, шансы есть, что загрузят быстро тут. Я вначале подумал, что empty boxes, empty crates, а это empty containers. Колонка поет. Это точно колонка. А ты что, не знал, что это колонка? Это, а для чего? Ну, это отпугивает птиц. Это звуки хищных птиц, типа всяких. И вообще дофига кто это использует. Ну, чтоб не срали, тут we have like a loading empty containers. Я вас вроде бы в YouTube. Да. А лицо финское совсем. Ого, ничего себе! Вот это да! Я, кстати, в Ютубе смотрю вас постоянно. Да, серьезно? Нравится, да, по Европе, когда катаетесь везде. Так же, как сейчас, только развернись вот так вот. Окей. И вот это классно. В Финляндии на складе русскоязычный подписчик. Ну, вот эти, я так понял. Железные эти? Ну да, вот они, пустые контейнеры. 7 контейнеров пустых будет всего лишь на Ригу. Загрузка будет прямо отсюда, с улицы. Семь палет, загрузка ручной роклой, самостоятельная. Это надо писать, да? Это надо писать диспетчеру. А, серьезно? Да, ты в конце рейса пишешь, Да? Ну, хорошо. Я заработаю, типа, да? ты заработаешь. По два их, наверное, да? Влезут по два же. По два влезут, как раз даже место останется. Ты за ним не успеваешь, он быстрее тебя работает. Шевели булками, быстрее ходи. Бегать надо. Я на расслабосе. Я предлагаю не так ставить. Ставь справа. Потом центр, потом два так. И вот тогда у них будет прочность конструкции. Ну вот, таким образом, в шахматном порядке у них меньше шансов елозить. Они все-таки будут зажаты. А сейчас я предлагаю шестой ставить по центру, он зажмет эти. А один сбоку его штангами и все. Ну что, у нас 4 штанги. Одна сюда, одна здесь сбоку его держит, и одна вот здесь это держит. Тут 3 штанги хватит. Ну, можно еще тот, 4-й. But must be three, one for you and two for me. Ну, молодец. Благодаря хорошему инструктору правильно поставил груз и закрепил. Делаешь Давай. два на фоне, да. Блин, классно вообще, ребята. Снимаю. Еще разок. Ну, по-моему, заргут. Ну, как катался Бельгия, Испания, а сейчас, получается, уже фирму открыли, 7 грузовиков. А, у вас уже 7 Да, уже? да, да. Ой. Сейчас слез со своего грузовика, так как фирма латвийская, надо больше времени в Латвии проводить. Ладно. Семья пока осталась в Испании. Я живу в Финляндии уже больше 30 лет, а сам родом с России, с Карелии. Да, сегодня Михаил попал у нас в кадр. Наш подписчик. вообще не. Ну что, едем на паром сейчас. Только там по ошибке нам прислали не те координаты. Прислали координаты порта в Таллине. Ну мы же сейчас не в Таллине, мы же в Хельсинки. Ну я зато знаю сейчас координаты порта в Таллине. Я, значит, тогда капитану судна, на котором мы пойдем, я ему дам, скажу, вот те координаты, чтобы ты знал, куда тебе надо. У каждого парковочного места такие херни стоят. На первый взгляд кажется зарядкой, но ты не снял и не видел, да? Страна-то холодная. На каждом парковочном месте есть вот такой столбик
подогрев. На каждом свой номер. Мой парковочный номер 77. А здесь, значит, идет таймер, который может работать 2 часа. То есть вот сюда ты вставляешь провод, подключаешь к машине, и машина 2 часа греется. То есть когда ты приходишь утром в машину, у тебя уже двигатель теплый, и в любой мороз он заводится без проблем. В любом доме в Финляндии есть такая система подогревов, то есть, это очень сильно распространено. Кстати, Что, прислали координаты теперь уже да, надо будет остановиться, проверить. правильные? Из Стокгольма, да? Лиссабона. Сейчас самое главное, знаешь, что доскочить до Риги до того, как они придумают меня где-нибудь по дороге загрузить. Чекин в будке с грузовика будет, да? Идти не надо никуда, да? На Таллин. Заполнить надо, да? И потом им отдать, да? Все, спасибо. Во, видишь как? Пошел, спросил, все узнал, пробил. Так идет чекин на паром Таллин. 7-я линия? Он сказал, что 2 часа паром идет? Да. Вообще казарма у меня здесь. Пространство свободное. Зергут, Вальдемар. Просторненько поставили нас в этот раз. Спереди проход есть нормальный. Справа выход. Хавать пойдем? Пойдем. Чтобы найти, как отсюда выйти. Вот, все просто. Это какой у нас? А32. 3А, да? 3А. Бургер Кинг даже есть. Да тут все есть. 8-й тогда едем, да, наверное? Наверное, пайка там для драйверов будет, драйверс-клубе. Поехали на 10-й, посмотрим. Или там просто будет сауна. Вот, видишь, драйверс-клуб и кроватка. Ну, лаунж-зона, может, какая-то. Там, знаешь, стояли эти кофе-аппараты с невкусным кофе и всякие печеньки. Что, приятный бонус нарисовался. У нас, оказывается, есть и каюта. Я просто увидел номер, думаю, что это за номер странный. Как раз 10 этажей. Знаешь, как первая десятка. Что, погнали, вон у окошка сядем, поедим. Здесь рыбное все. Креветочки, лососик. Так, посмотреть, что еще есть горячего. Котлетки, картошечка, плов. Здесь еще салатики разные всякие. Купон на 32 евро. И вот можешь есть все, что хочешь. Икра, пожалуйста, черная, красная. Вот этого я не откажусь точно. Короче, я пока себе еду набирал, прикиньте. Он уже одну тарелку полную с горой слопал. Специально, чтобы я не снял. Здесь у него была первая порция, тут мясо всякое все. Он съел, пока я пришел снимать. Ну и там оставил, там типа, я типа немного ем. Ну, а я себе скромно взял вот тарелочку тут. Вот курочка, лососик, там все дела. Черная и красная икра, кстати. Тут я не мог себе отказать. В общем, еды реально шикарно. Прям упаковано все. Приятного аппетита, кстати. Че, посмотрим на наш приятный бонус. 10:39. Ух ты, даже с окошком. А кто, ты здесь был? Я здесь не был. Не понял. Это что происходит? Уже был кто-то, его на полотенце уже использовали. Кошка. Да, 4 заселили в одну каюту. Это нежданчик, да, что кто-то есть. Конечно, комфортнее, когда никого нету посторонних. Ну, и в этот раз. Да? Нам остался час плыть, наверное, да? Так что как бы пофиг. Сейчас завалимся чисто дремануть.
вот мы и на месте. Закончился наш довоз. Наш довоз. Доброй ночи. Varat izslēgt. Bez kamerām nokavā. Я. Nu, mums ir atļauja. Nu, jāņas pampa. Man priekšā 60 vidējā rampa. 60 метров. Все серьезно, нам запретили вести съемку на складе.